Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». 10 дней назад мы обработали усиленным раствором картофель. И как раз перед осадками и по профилактике это нужно было сделать. 10 дней назад был раствор триходермина и фитодоктора. И он прекрасно, вот эти два у нас ливня было уже за этот период. И справляется триходерма и фитодоктор, справляются хорошо со своей задачей. Картофель зеленый и не поврежден фитофторой. Но уже заканчивается период работы этих препаратов, и нужно срочно профилактически снова провести обработку, потому что время обычной работы этих препаратов 2 недели, а затем нужно обновлять защиту нашего картофеля, второго хлеба. И вот мы сегодня будем готовить раствор. Тем более еще один важный момент. Это тот момент, что вот резкие перепады. Ночью 15, даже 13 градусов перед утром было после вот этого циклона. И днем вчера было плюс 33. Сегодня чуть-чуть меньше температура, 27-28 градусов. И это создает супер условия и переносится с помощью влаги, вот этих потоков воздушных. Фитофтора очень легко перемещается, поэтому мы сегодня это у нас время 15 часов, значит вечером будем обрабатывать, идем готовить растворы. Обязательно нужно готовить до момента самого уже использования растворов за 2-3 часа. Мы уже это испытали и очень хороший результат получаем. Итак, идем работать. Хочу напомнить, что я пришла к этому препарату. Мы, вернее, очень долго разные испытывали. Байкал-М было у нас, фитоспорин. Кстати, Байкала просто сейчас качественного нет, он тоже хорошо работал. Фитоспорина тоже у нас сейчас доступа нет. А триходермин, он производится в Украине, Винница, поэтому этот препарат есть. Напомню, что это самый крутой биофунгицид. И вот вы видели картофель, 10 дней, он нормально после 2 ливней себе растет, развивается, и нету никаких поражений фитофторозом и других грибковых заболеваний. Но мы его покупали еще в январе месяце в порошке. И обязательно, когда я покупаю, хочу вам показать, мы обязательно, это фитодоктор, это мы тоже сейчас будем делать. А вот он, наш триходермин. Я всегда прошу дать сертификат. Видите, есть сертификат. Все здесь, испытания какие, качество, момент, когда произвели, и печати. И это соответствует действительности. Ну и обязательно, мне нравится, хотела еще гаупсин, но как-то у нас не дошло до гаупсина очередь. Вот. Мы используем еще в этом году вот еще этот препарат фитодоктор, спорофит. Тоже здесь, видите, какой состав, какие у нас здесь помощники невидимые, как называется. То я читаю, мне говорят, что я неправильно читаю, вот оно видно, что это. Видите, да, что это за помощники, на латинице написано. Это тоже сенная палочка, очень высокого качества. И вот эти 2 препарата сейчас мы будем готовить. И мы их готовим по специальной технологии заранее для того, чтобы их пробудить. Потому что мы купили в порошке целый килограмм, одного и другого по килограмм, которые как раз нам помогают в этом году для профилактических. Именно задача сделать профилактические вот эти опрыскивания и не дать возможность, не довести до того момента, когда уже будут проблемы. Готовим раствор. В одном ведре красном будет фитодоктор, здесь будет триходермин. Те, кто имеет трихофит, берете 250 мл, гаупсин тоже 250 мл. Даже можно пол-литра, немного, этого будет немного, если уже у вас есть заболевание. Так как у меня все нормально, значит делаю такой коктейль, только пока все части в отдельности. 2 ложки отдельно. Итак, фитодоктор, пахнючий такой. Фитодоктор мы отправляем сюда.
ставлю 2, вот смотрите, ложки сверху. Это получается 40 граммов. 40 граммов. Ветер у нас сильный такой. 40 граммов фитодоктора на 5 литров воды. Вот его нужно растворить. И здесь он в растворенном виде просыпается и будет размножаться, уже готовиться к вечеру. Через пару часов он будет готов. Так, отдельно ложка есть. Теперь сухая ложка у нас триходермин. Вот он такой. Цвет чуть-чуть другой. Вот такой белый порошочек с нежно-зеленым оттенком. И тоже 2 сверху ложки. Опа. Вот так. Главное, чтобы сухая ложка была. Тоже 2 ложки. Может быть, кто-то скажет, что это много. Это немного. Я переводила на жидкий, сколько мы покупали. Это довольно-таки очень выгодно. Особенно, если покупаешь в январе месяце. И он свеженький. И порошок хранится хорошо. Вот у нас ветер такой. Надеюсь, все видно. Вот это нужно обязательно хорошенько растворить, чтобы не было этих комочков. Вот это мы перемешиваем. И заносим, здесь мы в тенечке делаем, не на солнце, заносим эти все ведрушки до момента вечерней обработки. Они будут находиться у нас в сарае. Там тепло, теплынь. Видите, триходермин вот такой расцветки получается. А вот фитодоктор, он чуть-чуть вот такая прозрачно-розоватая какая-то вот субстанция. Ну вот чуть-чуть слегка такая. Итак, растворы мы подготовили. Теперь остается уже вечером нам добавить обязательно биоприлипатель Тестолив. Вот он дает нам возможность такой длительный период работать нашим биопрепаратом. Получается, мы 5 литров с фитодоктором и 5 литров с триходермином. У нас в конечном итоге получается 10 литров раствора. И плюс 15 мл вот этого препарата биоприлипателя Тестолив, который здорово помогает и бактериям, и нам, естественно, чтобы вот так более длительный период находиться в спокойствии, что наши растения защищены. На этом мы завершаем наше сегодняшнее видео. Позаботьтесь о здоровье картофеля. И не только картофеля. Все посленовые культуры сейчас требуют защиты. Мы как-то потихонечку себе расслабились, все хорошо. Но вот эти переходные дни, когда устанавливается днем жара, ливни бывают, циклоны, ночью резкий контраст температур, прохладно. Вот этот период как раз отличное время для того, чтобы наши враги, так называемые грибки, споры грибков, различных заболеваний активизировались и начали войну с нашими растениями. Но мы не позволим, мы сделаем все, чтобы наш картофель был здоров, наши овощные посевные культуры тоже были здоровы. Ну, а вы, снова же кто-то скажет, что у нас таких нету препаратов, используйте то, что есть. Если на крайняк, вот вы не верили, что нужно заранее готовиться, некоторые уже пишут, а что теперь срочно делать. У нас есть плейлист, где мы используем и сыворотку, а также йод, и молочные коктейли. Это уже на срочный случай для картофеля подойдет. Что ж, прощаемся с вами. Всего самого доброго. Главное ключевое слово сегодня было биофунгицид. Ищите биофунгициды для защиты картофеля. Они есть в разных странах, разные названия. Биофунгициды. Они на страже здоровья картофеля. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.